Что-то я давненько ничего не снимал. Может показаться, что контент идет как идет всегда. Я снимаю заранее, выкладываю все на YouTube. Но целых 5 дней я вообще не включал камеру, ничего не говорил, ничего не рассказывал. И даже немного соскучился по вам. Последние 2 недели езжу на собеседование, куда меня только жизнь и судьба не приводит. Ездил в Росстат на Мясницкой в центре Москвы. Ездил в Румянцево в бизнес-парк. Короче, то туда, то сюда бросает. Предложение есть о работе, но не то, что хотелось бы, конечно. Я не теряю надежды найти замечательный коллектив с зарплатой выше среднего. Но сами понимаете, не имея высшего образования, что я могу найти. Задумываясь о своей жизни, о будущем и вообще о карьере, меня посещают грустные мысли. Достаточно часто и достаточно мощно. Прям грызут меня изнутри. Но я учусь контролировать мысли, которые попадают, заползают мне как червячок. Из-за них раньше рушилась вся моя жизнь. Поэтому каждая мысль проходит фейс-контроль. И только хорошие допускаются до объекта под названием «Мой мозг». Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна, ребят. Помните об этом. Если что-то в жизни не получается, то не стоит расстраиваться. Впереди множество возможностей. Тем самым я успокаиваю себя и делюсь своим позитивом с вами, мои дорогие зрители. Несколько месяцев наблюдал за влогом одной женщины. У нее там очень много видео на канале. Сама она из Североморска, что ли, откуда-то из далекого города. Перестала вести свой влог, потому что посчитала, что если она встретится с мужчиной, то этот мужчина неправильно ее поймет. То есть, если молодой человек увидит, что она снимает влог и будет его смотреть, то он ее не выберет, бросит или, не знаю, будет думать о ней плохо. Честно говоря, я вообще не понял, на каком основании она сделала такое заключение. Если ты что-то делаешь, это должно тебе, в первую очередь, нравиться. Это должно приносить тебе кайф, за что бы ты ни взялась. И думать о том, как подумает твой любимый человек, твой избранник, это уже дело второе. Вообще человек должен принимать тебя такой, какая ты есть. Со всеми твоими тараканами и со всеми твоими выходками. Но меняться тоже иногда стоит, потому что не все будут терпеть говнистый характер. Так вот, если ты снимаешь влог, и тебе это приносит удовольствие, почему он должен от тебя отказаться? Значит, он просто не твой человек, значит, он просто не понимает, что тебе приносит удовольствие и кайф. Поэтому зацикливаться на этом, закрывать то, что ты создавала, и то, что тебе приносило какое-то удовольствие, из-за какого-то мнения, зачем тогда вообще что-то создавать? Это то же самое, как художник рисует картину, и он думает, что она всем должна понравиться. Но попадутся люди, хотите вы или нет, которые скажут, что ты нарисовал, дерьмо какое-то. Что это за квадрат в кружочке? Нужно делать для себя. Это я понял давно, поэтому я снимаю влог, делюсь с вами своими мыслями, своей жизнью. И не заморачиваюсь, кто о чем подумает, кто что скажет, кто что напишет. Потому что если так жить, думая о том, что про тебя будут говорить, или, не дай бог, люди поймут, что ты не такой, как они себе это представляли, это не мои проблемы. Я делаю для себя. Если вам нравится, вы смотрите. Если нет, то не смотрите. Все логично. 2 + 2 = 4. Закрывать свой влог я не планирую, пока не произойдет какой-то взрыв в моей голове, и я не пойму, что пора заканчивать. Но надеюсь, я
все-таки на начальном пути, и этот влог мне приносит действительно колоссальное удовольствие. А еще колоссальное удовольствие приносит то, что многие пишут в комментариях прикольные вещи, которые поднимают мне настроение. Я действительно рад и счастлив, что у меня есть такие классные зрители. Так что никуда не пропадайте, я не знаю, чем делиться с вами в этом выпуске, но что-нибудь обязательно придумаю. А сейчас... кофе тайм! Знаете, в чем проблема современных компаний? В том, что когда ты приезжаешь на собеседование, твое время никто не ценит. Последний раз ездил, сказали, приезжайте в 3. Я приехал прям 14:55. Я захожу в дверь, мне говорят, присаживайтесь, а собеседование началось через час. То есть в 16:00. Зачем мне говорить, чтобы я приезжал в 3? Зачем? Это не всех компаний касается, конечно, есть очень пунктуальные люди, у которых HR очень образованный человек, и он, безусловно, будет ценить и свое время, и ваше. Но в последние недели я понимаю, что, черт подери, вообще что происходит. Предлагают ставку за час, ну ты работаешь за 5. То есть ты работаешь и за продавца, и за уборщицу, и за кассира, и за бариста, и еще за кем-то там. При этом говорят, что оформление будет только после испытательного срока, а этот срок длится месяц. То есть в любой момент тебе скажут: до свидания, молодой человек, мы вас не знаем. И вы проработали все это время бесплатно. Ой, наверное, знаете что? Знаете что? Это вот проблема во мне, потому что я прекрасно понимаю одну единственную вещь. Я ищу не в том месте. И почему-то все эти компании, которые выбираю, какие-то через пень-колоду. Мне не хватает уверенности в себе. Это 100%. Это я понял вот буквально последние годы, что я не могу пойти в сферу деятельности, с которой я вообще не знаком. Мозг просто страшится и отвергает все. Он дает мне варианты, с которыми я уже в прошлом связывался. То есть вот варить кофе, продавать одежду, и вот тебе вот он подсказывает, что выбирать, куда ехать на собеседование. Ты приезжаешь и сталкиваешься с тем же самым, от чего ты уходил. И эта неуверенность в себе, и вот эти постоянные мысли о том, что надо попробовать, все равно, когда только приближается момент попробовать, появляется страх, появляется вот эта неуверенность, неуклюжесть. Я не могу сформулировать ни слова, ни предложения вообще. У меня слова все пропадают. Так дело не пойдет. Нужно брать себя в руки, нужно быть более уверенным, потому что на рынке сейчас огромная конкуренция, и людей берут, конечно, и с образованием, и с опытом, и без опыта, если вы не знаете, там, как выглядит клавиатура, вас, естественно, никуда уже не возьмут. А еще мне очень страшно, что возраст идет, циферка бежит, и когда я приезжаю на собеседование и говорю свой возраст, мне становится уже некомфортно, потому что на эту должность в основном берут помоложе. Либо это мои личные загоны. Надо меньше думать, просто идти и пробовать. Не получается — ушел, получается — еще раз попробовал и так далее. Но у меня этого вот нет, мне не дали, не дала природа мне, наверное, этого. Не знаю, но это нужно себе оттачивать, нужно иметь стержень, нужно понимать, сколько ты стоишь и за какую зарплату ты готов работать. Но опять не состыковка, потому что ту зарплату, которую я хочу, платят более опытным людям. А опыт откуда я возьму, потому что я ничего не пробую. Сегодня у меня второе в жизни собеседование через WhatsApp. Сейчас буду устанавливать свет, чтобы более-менее выглядеть. Я вообще не подготавливался и не знаю, как на вопросы отвечать. Будет все идти изнутри, из моей души. Я знаю, что это неграмотный и неправильный подход к собеседованию. И к нему действительно нужно подготовиться. Но у меня это не получается. Надеюсь, все будет хорошо. Сейчас поставлю сюда лампу, прям за стол. Вот так вот лампу сюда поставлю и сяду вот здесь вот. Вот так сяду вот здесь. Лампа, телефон, белый фон, цветочки-василечки. Надеюсь, такая релакс-обстановка для собеседования. Ну, красавчик, чё? Одеяло убрать надо. Представьте, что вы работодатель, а я у вас пришел просить место под солнцем. Здравствуйте. Да, меня зовут Виктор Самойлов. Что вы говорите?
Нет, знаете, у меня огромнейший опыт. Огромнейший. Целый пакет документов. Мало ли спросит ИНН. Немножко переживаю, но у меня уже было собеседование через WhatsApp. Я это уже представляю, и женщина сказала, что это собеседование будет минут 30. 30 минут. Хотя 30 минут быстро проходит. Ой. Я уверен в себе, я уверен в себе, я уверен в себе. Витя, ты сможешь. Витя, ты сможешь. Витя. Надо над речью поработать, чтобы нормально говорилось. Абу, 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 абе, абу, абе, абе, абу. Когда тренируете рот, потом говорится нормально. Даже сформулировать ничего не могу. Я плохо спал. Можно перенести собеседование? Я чувствую себя неуверенно. Может, по листочку все почитать? I'm Victor Samarov, I'm from Russia, and I'm beautiful man. Goodbye. Надо суфлера поставить, чтобы я читал, как отвечать на вопросы. Не, конечно, я так не переживаю, все нормально. Я хочу просто найти нормальную работу. Все. Переживалки. У меня даже подмышка вспотела. Знаете, у меня правая потеет больше, чем левая. Это нормально? Ладно. Об этом я говорить на собеседовании не буду. Мне жарко. Мне кажется, мне нужно воды. А если вдруг у меня на собеседовании возникнет важная потребность выйти? Ну вот я в туалет захотел. Мне надо руку поднять и сказать, а можно я вам позвоню попозже? Как вообще вести себя на онлайн-собеседовании? Чем проще, тем лучше. Будь как все. Да, лампочка, конечно, не передает таких ощущений, какие бы мне хотелось. Слушайте, мне что-то свет не нравится уже. Можно переставить? Да, мне нужно переставить. Я переставляю стол, мне не нравится свет. Ну вот. Совсем другое дело, да? У меня сзади опять вещи. Ну и собеседование еще будет как бы в вертикальном положении, так что я думаю нормально. Я супер-пупер кандидат. I'm super-pupper candidate. Oh yeah. Подготовлю себя к труду и обороне. Будь со мной, пой со мной. Может, сразу дать ей ссылку на мой канал, она все поймет? О, господи, что я сейчас сказал? Короче, я готов. Поехали. Алло. Виктор? Алло, да-да-да, здравствуйте, меня слышно, видно? Да, все понятно. Отлично. Да, все отлично, супер. Строим заработную плату. Вот, и, конечно, круто, когда ты можешь сам повлиять на свой заработок. То есть не просто так ты работаешь 5-2 за 35 тысяч, а то, что ты действительно можешь влиять на свой доход, это круто. Тот, кто проинформирован, тот, кто больше знает, тот, соответственно, больше делает какую-то пользу. Забить час. Ну, невозможно запоминать информацию. Ну, да, просто каша. будет каша. Да. Если там до понедельника включительно, в понедельник включительно, я возможно, сегодня, но... Хороших выходных тоже. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Ну что, ребят, мы разговаривали полчаса, даже больше, минут 40. Впервые, конечно, у меня спрашивали именно те вопросы, которых я сам себе даже не задавал. Нифига я не подготовился, это плохо, это очень плохо. Оказывается, 2 собеседования, будет второй этап еще. На втором этапе будет присутствовать также HR, будет присутствовать директор и его заместитель. То есть 3 человека, включая меня, 4. И это будет либо сегодня же, либо в понедельник, а может во вторник. И я переживаю, потому что уже 3 человека будут меня оценивать. И, честно говоря, конечно, я верю в себя, что все будет круто, здорово, не здесь, так в другом месте, но, конечно, хочется уже обосноваться, начать учиться чему-то новому. И как ни крути, нужно идти вперед.
Вот такой сегодня выпуск у меня. Я горю весь, я переживал, блин, меня трясло. Нос даже блестящий уже от жира. Все, на этом выпуск, наверное, закончится. Пойду я приму душ холодный. Спасибо большое, что досмотрели видео до конца. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Переходите по ссылке в описании под видео на мой инстаграм. Я вас всех люблю, целую и крепко обнимаю. Увидимся с вами совсем скоро. Всем пока.